Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем с вами одевать вот такого ежика Лео. Если вы хотите связать такого малыша, предлагаю вам пройти по ссылочке в описании к этому видео. Вы можете связать вот такого ежика. Ежика Лео, вдохновленного немецкими ретро-открытками. Я вставлю вам здесь, что меня вдохновляло на создание этой игрушки. Ну и все, мы с вами связали ежика, осталось его только одеть. И сегодня мы будем вязать с вами рубашечку для Лео и вот такой комбинезончик. Ну что, давайте начнем. Оденем нашего Лео. Ну что, давайте свяжем вот такую кофточку нашему ежику. И я взяла ежика, потому что сейчас мы начнем с вами вязать кофточку и свяжем сначала воздушные петли и примерим, сколько нам нужно будет воздушных петель. Давайте этого малыша пока отложу. Ну и так как я уже кофточку вязала, давайте я сначала наберу 20 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, это 20. Давайте примеряем. Вы можете вязать по-другому. Плотность вязания у вас ежик может быть больше ниточек. И может быть ниточкой, которой вы будете вязать саму кофточку, будет другая, отличаться. У меня идентичный метраж. Такая же тоненькая, как я самого ежика вязала. Поэтому я вам рассказываю принцип просто. Берем, вяжем цепочку из воздушных петелечек. Может, вам не будет видно здесь, да? Но вот я связала, видите? Вот связала 20 воздушных петель. Как раз оно подходит мне по горлышку ежика. И что мы делаем? Мы еще добавляем, ежика убираю, и добавляю еще 4 воздушные петли. Это у нас будет для застежки. 2 петли с одной стороны полочки, 2 петли с другой стороны полочки. Первая, вторая, третья и четвертая. Вот это у меня будет начало вязания. То есть вяжете цепочку, меряете ее по шейке ежика и плюс еще 4 петли для застежки. И начинаем мы вязать поворотными рядами. Первые 3 ряда мы будем вязать столбиками без накида. И чтобы сделать нам поворот, мы делаем воздушную петлю подъема и дальше вяжем, получается, с вами столбики без накида 3 ряда. До конца ряда. Первый ряд, давайте это сделаю в ускоренном режиме. Ну вот, я связала 24 столбика. Это первый ряд. И точно так же мы вяжем второй и третий ряд. Давайте я сделаю это за кадром, и мы уже с вами увидимся на 4 ряду. Так, ну вот я провязала 3 ряда. Что теперь? Давайте мы померяем на ежика. Я вам просто покажу. Так как мы с вами вяжем, получается, сверху вниз, примерим. Смотрите, у нас все сходится. Так как еще будет обвязочка, как раз здесь будет нахлест сама рубашечка. И сейчас мы начнем с вами делать прибавки. 4 ряд мы уже будем с вами вязать столбик с накидом.
Поэтому мы делаем с вами 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание, и схема вязания у нас будет такая: столбик с одним накидом, прибавка. Так повторяем до конца ряда. У нас с вами должно получиться такой раппорт 12 раз, то есть в конце 36 столбиков с одним накидом. Давайте вязать. Столбик с накидом, и теперь в следующую петлю получается 2 столбика с накидом, и такое у нас с вами идет расширение. И так повторяем до конца ряда. Должно получиться 12 раз. Давайте это сделаю за кадром, и встретимся уже с вами в конце этого ряда. Я вам расскажу, как будем вязать дальше. Так, мы закончили с вами вязать 4-й ряд, и в 4-м ряду у нас получилось с вами 36 столбиков с одним накидом. 5-й, 6-й, 7-й и 8-й ряд мы будем вязать по схеме 2 столбика с одним накидом, прибавка, и так до конца ряда. Давайте я буду вязать, и по ходу я буду вам говорить, сколько раз в каждом ряду будет количество повторов и сколько получится петель в конце ряда. И каждый раз делаем 2 петли подъема, и вот начинаем вязать. Это получается у нас с вами 5-й ряд. Уже у нас схема 2 столбика с одним накидом, и затем мы делаем прибавку. Давайте я дальше провяжу за кадром, а в конце вам уже скажу, сколько раз такой раппорт повторяется и сколько у меня получилось столбиков в 5-м ряду. Итак, я закончила вязать 5-й ряд и повторила раппорт 12 раз, и в 5-м ряду получилось 48 столбиков с одним накидом. 6-й ряд повторяем по той же схеме: 2 столбика с одним накидом, и затем делаем прибавку. И так повторяем до конца ряда. Давайте я свяжу это, и в конце вам скажу, сколько раз это повторение у меня получится. Вяжем так до конца ряда. Закончили 6-й ряд, и мы с вами повторили 16 раз раппорт 2 столбика с одним накидом, прибавка, и в 6-м ряду у нас с вами получился 64 столбика. 7-й ряд, как я уже говорила, мы повторяем ту же самую схему: 2 столбика, прибавка. Так мы с вами повторим 21 раз, и в конце у нас с вами должна остаться 1 столбик, и должно получиться 85 столбиков. Давайте сейчас провяжу, проверю это все, уточню, все ли правильно я посчитала. Вяжем так тот же самый узор. Раппорт 2 столбика с одним накидом, прибавка. У меня последняя прибавка, получается 21. У нас с вами остается одна петля, куда мы провязываем столбик с одним накидом. И в 7-м ряду у нас с вами получилось 85 петель. А вы не бойтесь, что она получается вот такая очень круглая. Давайте померяем на нашего ежика, и вы увидите, что у нас все идет по плану. Вот смотрите, у нас кофточка так получается. У нас еще один ряд мы сделаем с вами прибавочный. У нас формируется как раз рукавчик, и потом мы оставим рукавчик отдельно и продолжим вязать кофточку.
Но пока давайте мы с вами свяжем 8 ряд. Та же самая схема. 2 воздушные петли подъема. И мы вяжем с вами 2 столбика с одним накидом плюс прибавка. И так мы с вами повторим 28 раз. И останется у нас с вами в конце один столбик, который мы провяжем. И в 8 ряду у нас с вами должно получиться 113 петель. Так, давайте я опять сделаю это за кадром. И уже мы с вами увидимся в 9 ряду, где будем уже формировать рукавчики и полочки. Вяжем так по этой схеме до конца ряда. 2 столбика, прибавка. Пошла вязать и считать, чтобы не пропустить никакую петельку. Мы закончили с вами вязать 8 ряд. У нас получилось 113 петель. И сейчас у нас будет с вами самое интересное. Мы будем формировать рукавчики и полочку. Давайте я вам покажу как. Вот наша с вами кофточка. Вот мы с вами провязали до этого момента. И теперь мы с вами эти 113 петель разделим. Здесь у нас с вами получится 17 петель с одной стороны, 17 петель с другой стороны. И по спинке у нас 27 петель. Соответственно, на рукавчике мы с вами оставим по 26 петель. Давайте сейчас я это все сделаю. Вместе с вами мы провяжем. Я буду говорить, сколько петель я буду провязывать, а потом вязать в ускоренном темпе. Так, итак, сделали 2 петли подъема. И формируем первую полочку. Соответственно, сейчас мы с вами провязываем 17 столбиков с одним накидом. Давайте я буду это делать в ускоренном режиме. И вот у меня 17 столбик. Провязали 17 столбиков. Дальше для рукавчика нам надо оставить 26 петель. Поэтому мы возьмем маркер сейчас и давайте отсчитаем 26 петель. Так, я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. А мы с вами вводим в 27 петлю. Там маркер ставим. Так, и давайте сразу отсчитаем. Тогда у нас дальше идет 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Это у нас с вами будет спинка. Спинка. И тут должно опять у нас остаться с вами 26 для рукавчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И вот здесь у нас полочка, по идее, начинается. И у нас тут должно получиться 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все правильно. И здесь я тоже отмечу сейчас маркером.
Здесь у нас закончится с вами рукав. Так. Опа. Все, мы с вами отметили. Итак, сейчас я соединяю один рукавчик. 17 я связала, отсчитала 26. И вот в эту петлю, где у меня маркер, я провязываю один столбик. Ну, начинаю вязать с первого столбика спинки. До отсюда маркер я убираю и вяжу вот сюда, то есть 27 столбиков по спинке. Давайте это сделаю в ускоренном режиме. Вот 26 и вот 27 столбик. Отсюда я маркер убираю. А тут, видите, я отметила, где у нас с вами начинается полочка и заканчивается рукавчик. Вот сюда ввожу крючок и провязываю до конца вот сюда 17 столбиков. Так, закончили 2 петли подъема. И вот мы с вами, получается, сформировали рукавчики. Давайте померяем на нашего ежика, что у нас получается. Ну вот, смотрите, я для своего ежика вязала, вот моя кофточка. Так, смотрите, для ежика я вязала еще после этого 2 ряда столбиком с одним накидом, просто по кругу, не делая ни убавок, ни прибавок. Давайте я покажу вам на этой кофточке. Вот видите, здесь мы с вами соединили, а дальше один ряд и второй ряд вяжем, ничего не меняя, столбик в столбик, столбиками с одним накидом. У нас с вами получается, если у нас было 113 рядов, минус 52 ряда, то есть у нас 61 столбик должен получиться по кругу. Если я правильно посчитала, получается 17, 17, это 34, и 34 плюс 27, 61. Все правильно. То есть 2 ряда мы вяжем по 61 столбику с одним накидом, и уже в конце обвязываем контрастной нитью, тоже 61 столбик, только без накида. Понятно? Вот. Давайте я здесь уже не буду это делать, а покажу вам, как оформлять рукавчик. Потому что, видите, смотрите, он у нас получился пышный рукавчик. Поэтому сейчас мы с вами сделаем, ну, получается, что один ряд, мы его немножко сократим, а потом просто сделаем обвязочку. Смотрите, в данном случае вы выберете, где у вас будет лицо, где у вас будет изнанка. Мне больше нравится вот эта часть, поэтому я просто вот так выверну. И мы начнем с вами обвязку.
делаем мы рукавчик. Я предлагаю вам начинать со спинки, чтобы это не так видно было. Мы будем сейчас с вами вязать столбиками без накида. Вводим крючок. У меня контрастная нить. Одна воздушная петля. И сюда же провязываем столбик без накида. И вяжем петля в петлю. 26 столбиков, да? Первый, второй, и так по кругу до вот этого момента. Давайте свяжем. Вот 25 наш столбик и 26. И вот здесь у нас с вами как бы пройма. И здесь мы добавим по столбику, чтобы в ряду у нас с вами получилось 28 столбиков. Вот один. И вот здесь добавим второй. Нам много не надо, потому что у нас и так пышный рукавчик. Мы пришли с вами к первому ряду. И теперь к первой петле. И теперь у нас с вами, нам надо немножко его скруглить, потому что очень пышный у нас получился рукавчик. Что мы делаем? Мы с вами вяжем 2 столбика без накида, убавка. И так повторим 7 раз. Первый столбик, второй. И дальше вяжем убавочку. Такую красивую. И так повторяем еще 6 раз. И последняя убавка. И вот такой красивый рукавчик у нас получается. Я предлагаю еще пройтись соединительными столбиками по кругу. Мы провязываем так просто, чтобы у нас уже все было очень красиво. Ну и все здесь обрезать и закрепить. Ну и такой вот получается рукавчик. Вот он такой красивенький, видите, получается. Уже не очень пышный и красивый. Ну и вот, рукавчик мы с вами закончили. Точно так же делаем второй. Здесь тоже окантовочка. И вот по этой отлетной части мы просто проходимся с вами тоже соединительным столбиком, чтобы край был ровный. Ну вот так у нас с вами ведь некрасиво, правильно? Поэтому мы, смотрите, как хотите, можете соединительными столбиками пройтись по этой части или столбиками без накида. Когда вы последний ряд провязали, вот этот, и тут сразу же разворачивайтесь и прошлись. Ну, а здесь уже просто присоедините ниточку и провяжете. И, в принципе, наша кофточка, рубашечка вот такая готова. Для меня было достаточно провязать 2 ряда вниз. Если вы хотите длиннее, то, пожалуйста, длиннее можете сделать. Но, как по мне, вот такой вариант очень хороший, потому что его можно одевать и на выпуск комбинезончика, и заправлять, как в этой модельке. Ну что, а теперь нам нужно с вами связать штанишки. Давайте свяжем штанишки. Ну что, давайте свяжем вот такие штанишки нашему ежику. Малыша я откладываю. И я опять вам покажу принцип вязания. Смотрите, здесь мы будем с вами вязать до
самих штанишек по животику мы будем вязать поворотными рядами. Так как ниточка у вас может быть другая, и ежик может быть связан с другой ниточки, поэтому я вам опишу, как я вязала, и расскажу принцип, чтобы вы смогли связать на любой размер вашего ежика, любой ниточкой. Значит, мы вяжем с вами цепочку из воздушных петель. Я уже провязала. Что мы делаем? Вяжем цепочку из воздушных петель и промеряем по самому объемному месту животика нашего ежика. И плюс еще 4 петли на застежечку. Я приложила. И вот у меня получается, смотрите, самый объемный пузик. И вот тут 4 петельки. У меня выходит 46 петель. Это впритык, плюс 4 петли, 50 петель. Для своих штанишек, для ежика, я набрала 50 петель. Дальше мы с вами вяжем одну воздушную петлю подъема, потому что следующие 4 ряда нам нужно с вами провязать поворотными рядами столбиком без накида. Вяжем 4 ряда подряд. То есть у нас с вами сначала цепочка воздушных петель, пусть это будет нулевой ряд, и потом первый, второй, третий, четвертый ряд мы вяжем столбиками без накида. Я не буду это провязывать, я покажу вам уже, понятно, да, вяжем столбиками без накида. Вот у нас тут первый, второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 ряд мы вяжем столбиками с одним накидом. То есть 1, 2, 3, 4 ряда мы вяжем столбиком с одним накидом. Смотрите, вы когда будете вязать вот эту часть, вы проверьте. Мы фактически с вами вяжем вот от начала штанишек до вот этого места между ножек. Вы провязали эти столбики. Может быть, вам нужно будет столбиками с одним накидом провязать там не 4-5 рядов, а меньше или больше. Уже тут сами посмотрите по рядам, да? Давайте я пока одену штанишки, просто чтобы вам вот этот момент показать. Вот. Мы с вами провязали вот это полотно. И вот видим, что вот так нормально будут штанишки. И как раз мы подошли с вами к моменту, когда надо нам разделить на каждую часть штанины. Ну и давайте представим, что я уже полностью провязала вот этот момент до разделения на штанины. Я вам покажу, как мы будем вязать дальше. У меня 50 столбиков. У вас может быть другое количество, поэтому наше количество столбиков делим пополам. Можете так визуально разделить, можете посчитать. У меня, соответственно, будет 25 столбиков на одну штанину и 25 столбиков на вторую штанину. Делаем 2 воздушные петли подъема и провязываем половину от штанишек. Давайте это сделаю быстро, провяжу 25 столбиков с одним накидом.
И вот мой 25 столбик. 25 у меня здесь остается. И 25 здесь остается. Что мы дальше делаем? Мы вяжем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. И теперь нам надо с вами соединить. Вот провязать сюда. Мы с вами делаем соединительный столбик и соответственно 2 воздушные петли подъема. И теперь этот следующий ряд мы вяжем по кругу. Давайте довяжем вот эти 25 столбиков, а потом эти 3 воздушные петли тоже провяжем там 3 столбика. Давайте опять сделаю это быстро по штанине до воздушных столбиков. Так, и вот у нас последний 25 столбик. И тут у нас с вами вот эти 3 воздушные петли. Что нам надо делать? Мы вяжем 3 столбика, ну, в каждую петлю, не за цепочку, а в середину петли. Соответственно, вторую штанину мы также само будем провязывать в эту цепочку. Вяжем 3 столбика с одним накидом по цепочке из воздушных петель. Второй и вот третий. Провязали, здесь делаем соединительный столбик. Вот штанинка у нас уже с вами обозначилась. Дальше я вам предлагаю вязать воздушная петля подъема столбиками без накида. Я провязала 3 ряда столбиками без накида по штанинке. Вы меряете штанину на своего ежика и по длине. Может быть, вам опять же понадобится не 3 ряда, а 2 ряда или наоборот 4 ряда. Вы уже смотрите по длине ваших ножек. Давайте этот ряд уже провяжу. Ага, представим, что это уже последний мой ряд на штанине у ежика. И заключительный ряд я вам предлагаю связать соединительными столбиками, просто чтобы край штанишки был визуально красивым и выглядел законченно. Давайте я уж тут быстро довяжу. Соединительный столбик. Одну петлю подъема. И вот последний ряд, то есть вы провязали 2-3 ряда столбиками без накида. И последний ряд мы с вами вяжем соединительными столбиками. Просто вот так украшаем наше вязание. И край у штанинки будет очень красивый и законченный. Так вяжем по кругу. Давайте я вам здесь покажу. Вот видите? Вот видите, здесь такая красивая получается полосочка. Закончили одну штанину и переходим к второй. Итак, одну ножку мы с вами связали. Теперь нам нужно связать вторую ножку. Так как мы закончили с вами здесь вязание ряда предыдущего, значит нам надо связать еще 25 столбиков, ну, с одним накидом. Что для этого мы делаем? Значит, находим 26 столбик и вводим здесь ниточку. Давайте сделаем 2 воздушные петли подъема и вяжем до конца 25 столбиков. Давайте это сделаю за кадром. Встретимся уже, когда я свяжу здесь. Мы с вами довязали. И что мы теперь делаем?
Вот наши те 3 петли, которые мы добавили. Да? Вот они. Но нам надо сделать соединительный столбик. Давайте вот откуда вот этот у нас ряд возьмем здесь и вот так сделаем соединительный столбик. Мы с вами соединили. Смотрите, все у нас ровненько получается, все правильно. Здесь дальше мы вяжем 2 воздушные петли и провязываем за вот эти 3 полупетли, вот первая, вторая и третья, 3 столбика с одним накидом. Первая, где у нас тут? Вот вторая и третья. И теперь нам надо, смотрите, дальше вязать по кругу. Но чтобы у нас здесь не было дырочки, как мы с вами сделаем? Делаем накид. Дальше вводим вот верхнюю точку предыдущего. Видно вам? Не знаю, видно? Хорошо видно. Затем вводим вот сюда, в первую петлю. Вот видите? Просто соединим 2 верхушки. Делаем как бы вот здесь соединительный почти столбик. И у нас остается с вами как раз столбик с одним накидом. Его и провязываем. Итак, у нас тут никакой с вами дырочки не получается. И дальше мы по кругу вяжем до начала этой штанины. Еще получается, что вяжем 25 столбиков. Да? Вяжем. Вяжем до конца и увидимся уже там. Ну вот последний 25 столбик. Ну, получается 28, 3 по воздушным петлям, 28. И здесь мы делаем соединительный столбик. Оп. Ну все, вот у нас уже 2 штанинки сформировалось. И дальше, как и по этой штанине, вы вяжете столбиками без накида. Сколько там у вас получается? 2-3 ряда. И последний ряд вяжем столбиками соединительными. И закрываем штанинки. Дальше все понятно, в принципе, да? Мы разделили с вами брючки на 2 штанины. И все у нас с вами получилось. Все красиво и прекрасно. Хорошо, давайте я вам покажу на ежике дальше. Итак, смотрите. Мы с вами соединили, потом один ряд столбик с одним накидом. Дальше у меня 3 ряда столбик без накида и последний соединительный столбик. Точно так и здесь. Столбик соединения, столбик с одним накидом, 1 ряд, 3 ряда столбики без накида и последний соединительными столбиками вяжем. Потом, когда мы закончим с вами, смотрите, я вот с этого момента обвязала полностью, вот так пошла и соединительными столбиками полностью вот так соединительными столбиками по кругу. Здесь, как желаете, можете сразу сделать петельку, а можете пройтись вот сюда, а потом добавить ниточку и сделать петелечку для пуговки. И вот здесь я закончила соединительные столбики. Дальше у нас с вами идут лямки. У нас с вами 50 столбиков, значит мы делим пополам по 25. Я между столбиками оставила, между лямками оставила
2 столбика, то есть 2 петли, ну и соответственно сюда 1 петля сюда, и набираем нужное количество вам петель для лямок. Лямки я вязала 4 столбика без накида, ну поворот. Раз, два, три, 4, поворот. По 4 столбика я вязала, 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, да. И вяжем нужной длины. Померяйте себе, сколько вам надо. Ну, я могу вам сказать, сколько я рядов вязала. Давайте посчитаем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, 17 ряд. И тоже так же само лямочки обвязываем соединительным столбиком. Здесь делаем из воздушных петель 5 воздушных петель и опять соединительными столбиками. Ну и соответственно так же само продолжим. Вот такие лямочки у нас получаются. Все, штанишки готовы. Пуговички нашли, пришили. Если хотите, чтобы у вас одевался, раздевался ежик, можно сразу лямки пришить, можно и так его снимать и одевать. Что касается заплаточек. Заплаточки уже делаете фантазийно, как вам хочется. У меня 2 заплатки большие. Вот одна заплатка большая, вторая заплатка большая, третья поменьше. Заплаточки вяжем квадратом, столбиками без накида. Здесь у меня 1, 2, 3 на 4, 4 на 4, то есть по 4 столбика в каждом ряду и 4 ряда. Здесь, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. И точно так же, ну, вывязываете, как вам нужно, там, прямоугольником или квадратом, как удобно. И уже контрастными нитками просто пришиваете эти заплатки, как вам нравится, в рандомном порядке. Ну вот, Лео уже полностью одет. Осталось его обуть и, возможно, придумать еще головной убор. Но об этом уже в следующем видео. А если вы вяжете со мной эту милую игрушку, напишите в комментариях, все ли у вас получается, какого цвета у вас будет комбинезон и рубашечка. А мне приятно было с вами вязать. И увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.